Вануату. Вануату, или острова счастья, это государство в океане в Меланезии. Республика Вануату – это островная страна, расположенная в южной части Тихого океана. Архипелаг находится приблизительно в 1750 километрах к востоку от Австралии. С восточной стороны республика омывается Тихим океаном, с западной – Коралловым морем. До середины 1980 года эта страна носила иное название – Новые гибриды. Переименовать государство было решено после обретения независимости. Вануату получила независимость от Франции и Великобритании в 1980 году. В стране принадлежит 83 острова архипелага Новые гибриды. Многие острова окружены красивейшими коралловыми рифами, а на западе архипелага находится океаническая впадина, глубина которой составляет около 8000 метров. Из 83 островов, входящих в состав республики Вануату, часть из них является вулканами, причем 9 из этой части – действующие вулканы. Также стоит упомянуть наличие активных подводных вулканов. Когда дело доходит до стихийных бедствий, то это самая опасная страна в мире. Это одна из наименее посещаемых стран в мире. 98% жителей этого государства – это коренные жители, меланезийцы. Ранняя история Вануату очень плохо изучена. Археологические находки свидетельствуют о том, что острова этой республики были заселены людьми, говорившими на австронезийских языках около 4000 лет назад. По данным палеогенетиков, представители культуры Лапита, которая произошла из Тайваня около 5-6 тысяч лет назад, достигли Вануату около 3000 лет назад. Австронезийцы принесли гончарное искусство в Меланезию, найдены глиняные черепки, и можно их датировать 1300-1100 годом до нашей эры. Здесь 2500 лет назад бытовали 3 различные системы орнаментирования керамики. Именно носители культуры Лапита были, скорее всего, первыми из поселившихся в Меланезии австронезийцами, что умели изготавливать глиняную посуду. Как установлено в ходе многочисленных исследований, проводившихся в последние 20 лет, распространение этой керамики от севера Новой Гвинеи до Самоа происходило с 1500 года до нашей эры, до рубежа нашей эры, после чего она полностью исчезла. Создатели этой керамики со временем, очевидно, растворились среди других групп меланезийского населения и утратили археологическое своеобразие. На севере новый гибрид черепки орнаментированной керамики Лапита, датированные 1300-1100 годом до нашей эры, и в некоторых черепках присутствовали отощители не местного происхождения. В центре новый гибрид на острове Эфате обнаружен интересный факт. Выше и ниже слоя с керамикой Лапита здесь были найдена керамика иной традиции. Это свидетельствует о существовании 2 различных керамических традиций. Лапита – это термин, который применяется к древней археологической культуре Тихого океана, которая, по мнению многих археологов, является прародителем нескольких культур в Полинезии, Микронезии и нескольких прибрежных областях Меланезии. Найденные поселения и осколки керамики датированы примерно 800 годом до нашей эры и имеют большое значение для изучения истории ранних народов, населявших острова в южной части Тихого океана. Предками народа Лапита являлись выходцы из Тайваня. Пещера Фелия хранит уникальные наскальные росписи и память о великих вождях древности. Это объект наследия ЮНЕСКО. Культ Карго распространен наряду с христианскими учениями на островах. Только в середине 20 века христианство стало господствующей религией среди меланезийского населения новых гибрид. До этого времени миссионерская деятельность была малоэффективна и даже опасна. Например, известный миссионер Джон Уильямс был убит и съеден местными жителями. На островах остались первобытные племена, которые совсем еще недавно употребляли друг друга и белых людей в пищу. Сегодня они почти так же далеки от цивилизации, как сотни лет назад. Не носят одежды, не пользуются часами и календарем. Эти люди не знают, что такое деньги. 5-я часть граждан страны вообще никогда нигде не работали, особенно мужчины, которые целыми днями курят, пьют каву и лениво наблюдают за женами, хлопочущими по
по хозяйству. Материальные ценности для них – это продукты питания и кава. Кава – это корень, из которого изготавливают местный наркотический напиток. Они говорят на том же языке, что и 5000 лет назад, и всю работу в племени делают женщины.